Всем привет! Сегодня поговорим про два основных типа кнопок, которые применяются в электроинструменте. Значит, первый тип широко распространен в такого вида электроинструменте, как угловая шлифовальная машина, так называемая болгарка. И второй тип кнопки для реверсивного инструмента, ну, к примеру, гайковерт. Часто бывает так, что инструмент останавливается и не реагирует на нажатие кнопки. И бывает, что причиной всему как раз поломка кнопки. Но не спешите покупать новую. Сегодня я попытаюсь объяснить, как быстро, если вам надо доделать какую-то работу. Вот. В последующем, конечно, придется ее заменить. Но именно на первых порах быстро сделать и доделать свою работу. Итак, первый тип кнопки. Для запуска электродвигателей только в одном направлении. Значит, как она работает? Кнопка представляет собой две пары одновременно замыкающихся контактов, чтобы распределить ток в момент пуска электроинструмента. Соответственно, контакты замыкаются так, и контакты замыкаются так. Значит, что у нас происходит при поломке? При поломке, как в этом случае, одна из пароконтактов оплавилась, и уже ее починить, конечно, невозможно. То есть не советую разбирать, пытаться ремонтировать, ничего у вас не получится. Значит, что нужно сделать? Правильно, поставить перемычку. То есть для такого типа кнопки достаточно изготовить вот такую перемычечку. И при установке этой кнопки обратно в электроинструмент, вот так вот ее подкинуть под клемму и все это зафиксировать. И кнопка у вас поработает. Но при этом, если ток был до этого и на 2, и на 2, то сейчас весь ток, так как здесь перемычка, будет идти сюда. То есть здесь будет плюс и на 2. Соответственно, вот эта пара контактов проработает недолго. То есть кратковременно можете так сделать, поработать, но в последующем обязательно заменить. Теперь давайте разберемся с реверсивной кнопкой. Так же как в предыдущем случае, она имеет две пары контактов, замыкающихся и размыкающихся одновременно при нажатии. Но так как она реверсивная, у нее есть комбинация для прямого пуска и обратного. Значит, почему нельзя сделать так же, как и в предыдущем случае? То есть кнопка, как и в предыдущем случае, не работает, потому что одна из пар контактов не замыкается при нажатии. Значит, для прямого пуска необходимо у них скрестное срабатывание. У обратного пуска параллельное срабатывание. Так вот, ну давайте представим, что перестала работать эта пара контактов. Соответственно, если мы установим вот так вот перемычку, то она же, соответственно, при прямом пуске тоже будет закорачивать этих два контакта. Они должны будут сработать скрестно. То есть получится, что у нас будет короткое замыкание. Здесь и этот закорочен. Здесь скрестно они закорочены. Соответственно, у нас произойдет вот сюда короткое замыкание. Поэтому такой вариант с установкой перемычки в данном типе кнопки не получится. Что же делать? Будем разбирать, смотреть, что внутри. Возможно, есть вариант отремонтировать ее. Итак, как разобрать такую кнопку? Значит, необходимо отогнуть 4 лепестка, которые зацепляют верхнюю металлическую пластину. После отгибания механизм освободится и его можно будет вынять. Но будьте аккуратны, он, конечно, подпружинен. То есть медленно и с усилием придерживайте. Давайте для начала отогнем. Так, смотрим. Ну, если честно, тут не все так плохо. Ну вот, то есть основной причиной на данный момент, то что я вижу,
это является подгар контактов. То есть видно, что вот на этой паре контактов вот этот вот угловой контакт очень сильно, наверное, видно будет, как блестит центральный контакт и, допустим, правый. Да, то есть, ну, в принципе, левый тоже. Сильно подгорели. Соответственно, вот этот подгар не дает надежного контакта. Соответственно, инструмент то работает, то нет. Значит, что будем делать? Вычищаем мелкой наждачкой или надфилем, чем долезем. Промываем все это, ну, в принципе, растворителем, спиртом, у кого какой есть, у кого что есть. И будем пробовать, начнет ли кнопка работать. К сожалению, чистка результатов не дала, так как сверху есть такие два кулачка, которые нажимают на подвижные контакты. Вот он один, вот он второй. Видим, что они такой конусообразной формы, то есть за счет вот перемещения с одной стороны конуса на второй происходит нажимание контакта. Видим, что этот конус еще в достаточно хорошем состоянии, а этот оплавился. Видно, где-то была большая нагрузка, долго работали. Он пластмассовый и, естественно, оплавился. Так вот, изготовить какой-то колпачок, наконечник конусообразной формы, конечно, можно. Я вам скажу, что достаточно трудоемкая работа и ювелирная. То есть получается мало того, что надо сделать его конусообразным, так еще и с отверстием внутри. Соответственно, можно задаться целью и изготовить такой колпачок конусообразный. Основной задачей было разобраться в причине, почему не работает кнопка. То есть причина установлена, дальнейшие действия ясны. Поэтому у кого есть такая проблема с такой кнопкой, осматривайте внимательно контакты, наличие подгара на контактах и состояние вот этого вот кулачка конусовидного, который нажимает на эти контакты. Если он уже в таком состоянии, естественно, он не будет нажимать. Или изготавливайте, или уже покупайте новую кнопку. Кнопки есть на китайских сайтах в районе 5-6 долларов. Ссылку оставлю на одну из них или на несколько, чтобы вы были в курсе. Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного.